Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим о том, как создавать симметричные буквы и используем для этого группы элементов. Что такое группа элементов? Это несколько типов разных элементов или даже одного типа, объединенных в своего рода папку, которую мы можем копировать из одного глифа в другой глиф, с одного слоя в другой слой или даже с одного шрифта в другой шрифт. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы сохранить связь между элемент-референсами, как, например, в букве А, в букве М, V, W и так далее, когда мы хотим сохранить вот эту связь между этими двумя половинками, перенести ее, скопировать в другой слой, например, и продолжить там его редактировать. Потому что если мы просто скопируем два элемента референса, то, к сожалению, связь между ними потеряется, и даже если вы в рамках одного слоя его скопируете, скорее всего, у вас не получится сделать так, чтобы они как бы работали как надо. Они будут уже ссылаться на в целом всю эту связь. В общем, ничего хорошего не получится, поэтому, когда нужно просто продублировать элемент референса внутри вот там симметричного такой фигуры, мы сначала ее упаковываем в группу, копируем, и после этого можем уже как-то ее изменять. Например, в букве F, которую мы сейчас нарисуем, мы нарисуем два полуовала с перекладиной вертикальной, которые будут взаимосвязаны между собой. Но если мы их с жирного слоя перекинем на light слой, у нас связь-то потеряется. И вот чтобы она сохранилась, нам нужно будет его сгруппировать. В остальных буквах мы этого не делали, потому что мы полностью продублировали весь слой, и, соответственно, все связи внутри этого слоя, они также сохранились. Но если бы мы просто скопировали, например, букву A или V, то вот этой связи, которая здесь у нас есть, ее бы, конечно же, уже не было. Перейдем к практике и по-быстрому накидаем букву F. Для этого открываем ее. Здесь я уже добавил маску по образцу. И тут стоит обратить внимание, что, ну, во-первых, мы сейчас добавим сюда букву O и, например, букву, может даже букву I, латинскую. Вот. Если мы посмотрим на границу вот этой вертикали, она у нас высотой в 700 юнитов и начинается с нулевой вот этой площадки. А вот буква О, например, она имеет сверху наплыв и снизу по 10 юнитов, чтобы компенсировать оптически эту фигуру. Это мы с вами уже разбирали. А вот конкретно в букве F часто делают ошибку, что делают вот эту вертикаль такой же высоты, как, например, в букве I. Это неправильно. Она должна быть выше, причем значительно выше, чем вот здесь эти элементы. Обычно я делаю здесь снизу минус 20, здесь минус 10, здесь минус 20, а здесь делаю 30, то есть 730. Поэтому мы просто копируем сейчас вот эту вертикаль. Если вы ее не можете так скопировать, наверное, у вас просто отключена Edit Across Glyph. Вот сейчас мы не можем ничего скопировать. Если мы включим Edit Across Glyph, теперь я могу копировать этот образец, просто его вставляю сюда и сделаю центрирование. Вот, так. Здесь мы пока ничего не настраиваем, нам ничего пока делать не нужно. И теперь мы ее раз, два, три увеличиваем и опускаем раз, два, три. Нет, 3 не надо. No, 20 здесь, 30 здесь. Нам этого достаточно. Вот, теперь мы копируем отсюда полуовал. Если мы его сейчас просто вставим сюда, он наставится в тот же самый элемент. Нам это не нужно, потому что мы сейчас будем его дублировать. Поэтому я нажимаю комбинацию Ctrl-Shift-Alt-S и создается новый пустой элемент. Или же я могу просто вот здесь выбрать контурный элемент. Он точно так же создается, и теперь я могу кликнуть, нажать Ctrl-V, и он у меня вставился. Я его расширяю, и теперь что мы видим? Мы видим, что полуовал значительно меньше, чем у нас форма буквы О, поэтому я выделяю вот этих два верхних узла, зажимаю C-Shift и опускаю, ну, примерно на столько. Потому что если я просто... Сейчас я отключу маску. Если я просто с шифтом сделаю, то она у меня сломается. Нам это не нужно. Поэтому C-Shift, раз, два, три, четыре. Вот так. Так, вот у нас образец. Мы все сделали. Приподняли. Но получается у нас не очень хорошо. Это первое. Второе. Если мы посмотрим сюда, то мы увидим, что у нас здесь есть вот такое восхождение полуовала. Это устаревшая форма буквы F кириллической. Не совсем то, что нам нужно, поэтому мы сделаем эту площадку просто ровной. Но конкретно делать вот сразу полуовал, это не очень хорошо будет смотреться, поэтому я пока немножко
вот это раздвину. С зажатым альтом я могу сдвинуть узлы, но не двигать сами хендлы. Alt-Shift и стрелка. И сделаем вот так. Вот так мне больше нравится. Вот. Так. Что теперь мы делаем? Возьмем Pen Tool и дорисуем с шифтом, чтобы мы не могли... Вот. Если я зажму Shift, то даже если я вот нажму здесь, вот если я здесь кликаю, видите, получается не очень хорошо. А если я зажму Shift, то он у меня ровно делает. Зажимаю снова Shift и закрываю. Отлично. Теперь делаю то же самое здесь с шифтом. Раз, два. Все, вот у меня фигура закрылась. Отлично, меня это устраивает. Но сам полуовал на самом деле достаточно массивно выглядит. И я немножко даже его вот так раздвину. Совсем чуть-чуть. Это первое. Второе, из-за того, что этот полуовал меньше, чем вот эта буква О, я немножко его уменьшу. Сделаю вот так. Например, здесь будет 173, а здесь будет 163. То есть немножко компенсирую плотность этой фигуры здесь. Так, вот это можно выровнять. Панель нот. Так, вот так. Все отлично. Это можно превратить в тангенциальные гладкие узлы. Ctrl-A, Ctrl-Alt-L я нажимаю, чтобы включить Tuning Lines. Если вы их не видите, нажмите букву L, тогда они вот проявятся, видите? Вот так я включил. Ctrl-Alt-L, либо где-то здесь они. Вот, Edit Tuning Lines. Двойной клик по ним, по всем выделенным, они теперь выровнялись. Теперь линия гладкая, все как полагается. Вот это я немножко сделаю вот так. Ну, в общем, в целом мне это нравится. Теперь что мы делаем? Теперь мы выбираем элемент Tool. И два варианта. Первое. Ctrl-C. Ctrl-Shift-V. Вот я ее вставил. Мы видим, что они взаимосвязаны. Обычный Ctrl-V продублирует этот элемент, и он не будет у нас работать. Но с зажатым шифтом мы добавляем элемент Reference. То же самое мы можем сделать через Ctrl-C, Edit, вставить элемент Reference. Вот у нас поставился. Теперь я жму клавишу W. А вот она у меня повернулась горизонтально. Теперь я ее двигаю сюда. Вот. И вот тут вот может стать вопрос, а как именно я должен ее отодвинуть в сторону? Ну, насколько сильно имеется в виду? Здесь нам помогут линейки. Берем линейку и вытаскиваем ее из вот этих значений. Если вы ее не видите, нажмите Ctrl-R, она у вас появится. Выводим направляющую, я ее вот сюда подвожу, кликаю в нее еще раз, зажимаю Shift, и после этого я ее растягиваю. Растягиваю так, чтобы она у меня вот полностью вот эту ширину скопировала. Ну, в смысле, растянулась по ширине вот этой части. Зажимаю Alt, то есть я выделил направляющую, зажимаю Alt, и с зажатым альтом я могу ее продублировать. Теперь я просто вот так сдвигаю вот сюда. И мы смотрим, да, я прям идеально попал. Но если бы вдруг я не попал в нее, допустим, вот там у меня вот так вот получилось бы, то по ней я бы смог понять, что мне можно ее еще немножко сдвинуть. Все отлично. Теперь эти направляющие можно, в принципе, удалить. Так, ну, в принципе, все. Мы сделали букву F, она у нас полностью взаимосвязана, мы это можем проверить вот так. Все работает, все отлично. Теперь нам нужно ее скопировать на слой Light. Для того, чтобы нам скопировать ее на слой Light, мы не можем просто взять ее, вот Ctrl-A нажимаю, все три элемента выделяю, жму Ctrl-C, перехожу на слой Light, жму Ctrl-V, они у нас, как видите, не взаимосвязаны. Даже если я нажму Ctrl-Shift-V, он даже ничего не ставит, потому что у него нет в памяти, так сказать, элемент Reference. Поэтому что я делаю? Я беру и выделяю два с зажатым шифтом, инструментом Element Tool, два вот этих элемента взаимосвязанных. И жму либо Ctrl-G, либо в выпадающем меню групп. И у меня поменялся тип элемента на группу элементов, который состоит из двух элементов контурного типа
элемент референсов, которые между собой связаны. Теперь я могу зажатым выбранным элемент тулом нажать Ctrl-A, Ctrl-C, то есть скопировать просто вот эти вот все элементы и просто нажать Ctrl-V. Вот он у меня вставился. Я нажму точку с запятой на клавиатуре или на этот бриллиант, чтобы у меня автоматически расставились метрики. Все, вот расставилось, меня предварительно это устраивает. Теперь проверяем. Все у меня сохранилось. Отлично. Теперь мне нужно сделать что? Мне нужно подогнать вот этот рисунок под размер вот этого овала. Что мы делаем? Мы зажимаем C и примерно вот так делаем Можно сделать здесь, так как он не так сильно жирнит, такую же толщину. Делаем здесь 68. Здесь без зажатого C я делаю ширину 70. Вот это можно сделать сюда. Выделяю два хендла. И вот так их двигаю. Пока предварительно. Здесь у меня 170. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно... Можно вот так сделать, просто шириной 70. И так как у нас теперь два элемента здесь, мы можем их между собой центрировать. Поэтому я просто жму Ctrl-A элемент тулом, чтобы его все эти два элемента выделить. И нажимаю вот сюда. И он у меня стал ровно посередине. Теперь буква О у нас меньше, чем буква О в жирном. Соответственно, F у нас тоже должна быть чуть меньше. Поэтому что мы делаем? Да мы просто берем и делаем клик по вот этому полуовалу. И тут важно сделать двойной клик, потому что сначала мы выделяем вот эту группу, потом двойной клик, ну, в смысле, еще один клик делаем, и мы проваливаемся в его содержимое. Поэтому теперь я жму Ctrl-A, и так как они у нас зеркальные, если я вот этот буду двигать вправо точнее, этот у меня будет двигаться в противоположную сторону. Поэтому что я делаю? Я с контур-тулом, но не элемент-тулом, потому что если я сейчас элемент-тулом буду двигать элемент, то он просто будет передвигать элемент, не трогая содержимое. А если я буду двигать сам контур, выбрав контур-тул, вот я выделил этот контур, и теперь с зажатым шифтом, видите, сдвигаю, у меня все как надо получилось. Это можно немножко сделать более круглым. И проверяем. Все у нас горит зеленым. Размеры. Размеры, как правило, вот этой части и вот этой части, вот этой части и этой части всегда находятся на одной высоте. Во всяком случае, я так делаю всегда. Может быть, это неправильно, но в большинстве шрифтов, что я смотрел, оно обычно так и вообще на одной высоте находится. То есть мы работаем только с внутренним белым, так сказать, буквы. Вот. Поэтому порядок у нас совпадает, так мы все скопировали, проверяем вариативность. Вариативность работает. Теперь снова точка с запятой, чтобы выстроить полуопроши. На самом деле можно сделать здесь полуопроши буквы О, скопировать на другие слои. И все у нас очень даже неплохо получается. То есть можем уже набрать слово, например, фотоаппарат. Кажется, это так пишется. Вот. В принципе, буква F готова. По такому же принципу у нас сделана буква Ж. Она у нас выглядит вот так. Я взял за основу вертикаль и вот эту фигуру в букве К латинской, скопировал их сюда отдельными элементами, чуть-чуть сузил вот эту часть, посильнее сделал, поуже, просто потому что буква Ж, чтобы она не была такой сильно широкой, ее нужно всегда немножко ужимать, немножко править толщину вот этих диагоналей, чтобы они не так сильно жирнили, потому что я просто, если возьму эту и сдвину, то они будут жирнее. Поэтому толщину я здесь сделал, как видите, по 170, но по углу видно, что они имеют разный наклон немножко. То есть Ж она чуть-чуть уже. Потом я также скопировал просто вот этот полуовал с зажатым альтом. Кстати, один из способов. То есть мы с вами могли что сделать? Ctrl-C, Ctrl-Shift-V, чтобы вставить еще один элемент референс. Либо Edit, Copy элемент и потом вставить элемент референс, и тогда он тоже вот у нас взаимодействует как надо. Вот. Но чаще всего я пользуюсь клавишей Alt. Выбираю элемент Tool,
выбираю любую из этих элементов, которые мне нужно, из этих фигур, зажимаю Alt, и теперь я могу просто перетянуть эту фигуру, и она у меня автоматически становится элемент референса. Проверяем, все работает. То есть не нужно даже Ctrl-Shift-V делать и так далее. Вот, обновляем. Так, что-то не обновляется. Вот, все, обновилось. В принципе, все у нас готово. Букву Ж мы с вами сделали, ну, можно сказать, за кадром. Перейдем к следующим буквам. Нас интересуют буквы D, C, Щ. У вас уже должна быть готова буква L к следующему уроку, поэтому примерно посмотрите, как она у меня выглядит. Мы на основе ее сделаем букву D. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит, я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.